Здравствуйте, дорогие друзья! В этом ролике я начну знакомить вас с постройками самого необычного человека с точки зрения Майнкрафта, с которым я когда-либо встречался. На нашем сервере его звали Апекс или Орех. Говорю в прошедшем времени, так как, к сожалению, в определенный момент он ушел с сервера. Не без усилий мне удалось его найти, и Апекс любезно согласился показать мне все свои объекты лично, за что я ему безмерно благодарен. Сейчас мы находимся в центре грандиозной постройки, занимающей огромную площадь в океане. Подобную ферму защитников мы с вами уже видели у Логана, но у Апекса ферма гвардов лишь небольшая часть ансамбля, который мы подробно и рассмотрим сегодня. По задумке автора, ферма Призмарина стоит в центре квадратной площади, посреди высушенного океанского дна. По углам же комплекса расположены башни с разнообразными, интересными и весьма сложными фабриками и фермами. Несмотря на то, что автор построек не заходил на сервер очень давно, почти все механизмы исправны и работают, либо специально остановлены с возможностью при необходимости запустить их быстро и без усилий. В этой башне расположена ферма враждебных мобов. Схема обычная, и большинство опытных игроков такое уже делали. В специальном темном помещении мобы спавнятся за счет отсутствия света, и далее при помощи хитрого механизма периодически смываются контролируемыми потоками воды. Падая вниз, моб сильно ударяется, а остатки здоровья добиваются магмовым полом в основании башни. Затем, видимо, лут автоматически собирается и сортируется по определенным сундукам. Погружаться в тонкости схем Редстоуна, как вы уже поняли, я не буду. В обзорных видео я стараюсь донести до зрителя общее впечатление о человеке и его работах. Тем более при разглагольствованиях о творениях Апекса можно скатиться в такие технические дебри, откуда мы потом вряд ли выберемся. Следующий пункт сегодняшнего осмотра – это автосортировочная установка. Расположена она не в самой башне, а внутри стены по соседству. Многие из вас уже сталкивались с сортировщиками, а кто-то даже ими пользуется весьма успешно. Схема непростая и при монтаже требует маломальских знаний. У Ореха мне показалась необычной одна деталь. Окончательно, после сортировки, лут складируется не просто в сундуках, а в шалкерах, которые в свою очередь распределяются по определенным сундукам. Весь процесс полностью автоматизирован. Естественно, это весьма упрощает дальнейшие работы с новыми проектами. Проще ведь взять заранее десяток шалкеров, чем 5 раз возвращаться на склад. Флекса, кстати, как-то рассказывала, что Орех настойчиво рекомендовал, чуть ли не заставлял их с Эксодусом после каждого вайп-энда с маниакальной упорностью искать и собирать про запас шалкеры. И только в этот момент я понял, для чего нужно было Апексу такое количество шалкер-боксов. Про Флекса и Эксодуса, кстати, если кто-то из вас пропустил, смотрите в прошлых сериях. А мы тем временем переходим к следующей башне. Внутри этой башни тоже ферма. И не одна. Своеобразный гибрид, в котором объединились сразу несколько различных устройств. Если внимательно рассматривать башню, то устройство каждой из частей этого строения по отдельности многим давно знакомо. Но вот в комплексе задумка представляет уже оригинальное решение, явно придуманное самостоятельно. Нижние этажи занимает автоферма тростника. Над ней расположены кактусы, а уже над кактусами стандартная ферма железа. Согласитесь, сочетание необычное. Впереди у нас еще один объект, про который стоит упомянуть. И пока мы будем добираться туда, у меня для вас маленький анонс. Видео про Апекса не последнее.
так как количество и качество его построек такое, что за 10 минут рассказать это и показать невозможно. Поэтому я разбил историю на 3 части, так что обязательно ждите продолжения. В последней на сегодня башне, естественно, тоже фермы. По краям конструкции скромно расположились автофермы тыкв, а центральная часть является ничем иным, как ферма золота. По звуку уже понятен принцип ее работы, да и внутрь заходить явно небезопасно. Очень надеюсь на то, что вам понравилась сегодняшняя прогулка. В следующих видео про Апекса мы прогуляемся и рассмотрим совсем другие, не менее эпические творения нашего товарища. А сегодня я заканчиваю. Кто не подписался, обязательно это сделайте. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.